1986 год. Голоса третьего отряда. Поет Катя Антуфьева. За рекой загорались огни, в небе ясном заря загоралась. Сотни юных бойцов из буденовских войск на разведку в поля поскакала. Они ехали долго в ночной тишине по широкой украинской степи. Вдруг вдали у реки засверкали штыки. Это белогвардейские цепи. Я очень хорошо помню вот эту площадку, когда перед воротами останавливались автобусы кругом, они кружили. У забора была будка. В будке постоянно там кто-то сидел. По левую руку там идет недостроенный корпус. Далее у нас был очень-очень-очень длинный проспект. От самых ворот он шел до столовой. Утро у нас начиналось непосредственно подъем на весь лагерь, в микрофон. У нас играла музыка. Я вообще занимался в лагере звукооборудованием, скажем так. То есть ставил из клуба вот этого Антошка, идем копать картошку, которая будила всех по утрам. То есть сначала она будила меня, потом я уже будил других, ставя эту кассету. Потом, значит, уже объявлял, умывались, вставали. Естественно, одевался пионерский галстук, без этого было нельзя. На завтрак, как правило, была каша. Вот. На обед первый, второй компот. Даже, да, кормили очень вкусно, на самом деле вкусно и много. Даже можно было попросить добавку. Вот. На полдник что-то из фруктов. Помню, тогда только-только стали появляться йогурты. Вот. И вот, представляете, для меня было открытие, мы-то идем такие все, типа спортсмены, купаться. И стоит толпа детей, такие поднимают руку к солнцу и кричат: «Солнышко, выйди! Солнышко, выйди!» Прямо для меня это было, прям дети стоят, и я думаю такой, да. И реально, знаете, солнце, вот тучка отходит и выходит солнце. И вот этот момент, вот я точно говорю, что вот меня тогда поразил. То, что это была эзотерика сейчас, как это называется, там, я тогда об этом не знал, а просто думал, они попросили, у них получилось. Ну, это было здорово. Я очень хорошо запомнил туалеты возле корпусов. Вообще, честно говоря, по ночам было очень страшно ходить в них. Особенно если на улице там снег, гроза, гром и так далее. То есть я очень хорошо помню, когда там все визжали, пищали, когда надо было идти в туалет, а на улице, извините, там 2 часа ночи и темнотища. Вот. А такие туалеты, там очень много же всяких страшилок между собой рассказывалось.
о том, кого куда там украли, кого засосало куда и так далее. Вот. И все боялись ходить туда. Ну, дети же наивные, они верят всему, что им рассказывают. Приходили мы на репетицию, репетировали, ставился аккомпанемент, и под аккомпанемент мы там вступали там, на 1, 2, 3 и начинали петь. Очень интересные были кружки. Было вышивание, была лепка по стеклу пластилином. Очень причем крутые работы получались. Еще какие-то были. Я ходил чисто на вышивание. Серьезно, ты вышивал? Конечно. Вышивать тоже было интересно. Сидишь, вышиваешь себе, там девчонки о чем там говорят, а ты там как казачок засланный. Да? Это этот нравится, это нравится. Выходишь, так, пацаны, там вечером дискотека, там тыкаты. Это нереально рассказать, потому что это те эмоции, которые... Ну, если они у меня в жизни хотя бы раз еще повторятся, то я буду рад вообще. Когда ты вот смотришь на девочку, ты боишься ее за руку взять. Девочка была из Беларуси, она мне очень понравилась. И она мне оставила свой адрес, значит, в Беларуси, все там, чтобы мы переписывались. И я, чтобы этот адрес не потерять, положил в бутылочку и сделал такой тайничок под сосенкой. Мохом прижал, чтобы, не потерять. Я перерыл потом все сосны, и так не нашел этот бутылек. Дискотеки — это вообще отдельная история, потому что проходили не каждый день, то есть там были какие-то определенные дни. Светооборудование там было, мягко говоря, самое простейшее. То есть там были софиты, там, может быть, танцевали кто как умел. То есть не было какого-то конкретного. Выучивали новые движения, там, кто-то кого-то показывал, как танцевать. Прощальный вечер перед окончанием смены, либо костер у нас был, куча медленных танцев. Объяснения в любви как раз и происходили в самом конце, то есть потому что завтра все разъезжаемся, и поэтому вот в этот момент, наверное, самая романтика и происходила. Это было в последний день. Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза
глубокой скорбью извещают партию и весь советский народ, что 10 ноября 1982 года скоропостижно скончался генеральный секретарь Центрального комитета КПСС Леонид Ильич Брежнев. Помню, как кто-то сбегал из лагеря. Я даже помню, что моя мама в тот год была воспитателем. Она разыскивала этого мальчика по всему городу. У нас с этим были большие проблемы. У нас по территории бегали очень злые собаки. Помню, случай с гадюкой был. Гадюка заползла в умывальник, где мы все стирали свою одежду там. Вот, и прихожу, и все облепили и там Анатолий Степанович весь в поту с этой штык-лопатой и выходит с победителем, с мертвой гадюкой. Странная аббревиатура ОМОН стала означать нечто большее, чем просто отряд милиции особого назначения. По городу ОМОН передвигается только так. Задняя дверь УАЗа нараспашку, и в дверь выставлен ствол пулемета. В окна стволы автоматов. В штабе пулеметные гнезда, мешки с песком, пулеметы на крышах и в окнах, гранатометы и всюду круглые сутки, в руках, на плечах, на коленях всегда автоматы. По сути дела, война. Война, которую никто не хочет. У нас один мальчик был очень влюблен в девочку, и она ему отказала, и он хотел повеситься. И реально это была ситуация, когда другой парень его вытащил из петли. Августа 1991 года в 6 часов утра дикторы Центрального телевидения мрачно читают, повторяя вновь и вновь, заявление председателя Верховного Совета СССР Лукьянова о том, что подготовленный союзный договор никуда не годится. Заявление советского руководства о введении чрезвычайного положения в стране и о создании Государственного комитета по чрезвычайному положению ГКЧП СССР. В обращении поясняется, политика реформ зашла в тупик. Первым постановлением ГКЧП приостанавливается деятельность всех политических партий, обещается заморозить и снизить цены, а также бесплатно раздавать земельные участки по 15 соток. Анатолий Степанович, он уже был такой в летах, но он очень сильно следил за здоровьем, то есть он нас учил, что надо массировать голову, чтобы волосы не выпадали, массировать глаза. В общем, в мужчине боролось два человека, то есть как раз старый советский человек, да, и новый человек 90-х. Потом, когда приезжали родители, Анатолий Степанович не стеснялся, говорит, давайте вашу точную дату и время рождения, и я вот сейчас вам просто сделаю прогноз на всю вашу жизнь. Вот. То есть там была сначала бесплатная часть, да, он там про вас что-то рассказывал. Говорит, а если хотите про будущее, вот надо немножечко заплатить. Я ухожу. Я сделал все, что мог. В соответствии с Конституцией, уходя в отставку, я подписал указ о возложении обязанностей президента России на председателя правительства Владимира Владимировича Путина. Прощаясь, я хочу сказать каждому из вас: будьте счастливы. Вы заслужили счастье.
последние смены мы там уже ездили, я так понимаю, очень маленьким составом, и учитывая количество людей, которые туда приехало в последние смены, было понятно, что уже лагерь фактически находится на грани закрытия. Вот. И я попал туда, можно сказать, в последнюю смену, когда там работало то ли 2, то ли 3 отряда. Вот. Понятно было, что лагерь готовится к закрытию уже тогда, когда корпуса не работали, и было такое, что целый отряд жил в спортивном помещении. Я причем очень хорошо помню, как там эти тренажеры раздвинули просто по разным сторонам, и вместо этого ставили кровать. И тогда было понятно, что к концу подходит эпоха жизни лагеря. Поэтому я думаю, что такое повторится навряд ли. Многие люди, когда писатели, они пишут про антологию детства, то есть люди, они все время стремятся душой, вернуться в то время. Вот для меня детство это, если бы была возможность куда-то вернуться, я бы вернулся именно этот второй отряд, в это время. То есть для меня этот момент, я его фиксирую как свое детство. У меня детский лагерь, он ассоциируется со стихотворением Калугина, эта пора. Я помню домик у реки, сосновый лес вокруг, овраг, в котором тек ручей, и за рекой луг, и нас по целым божьим дням, плескавшихся в реке, и мамин смех, и сосен шум, и камешки в руке. Я вновь недавно в те места пришел издалека. Разрушен дом, и лес сгорел, и высохла река. Все было чуждым, как во сне. Мне кажется с тех пор, что жизнь моя приснилась мне и снится до сих пор. И значит, темная вина, лежащая на мне, лишь тень, мелькнувшая на миг в счастливом детском сне. И значит, скоро я проснусь, и, выпив молока, по тропке вниз туда помчусь, где плещется